Друзья, приветствую вас. Это выпуск выходного дня. Поступает масса вопросов по ситуации с золотом, серебром и с акциями компаний, которые добывают золото и серебро. Решил на этот счет сделать отдельный выпуск. Давайте посмотрим, какова текущая ситуация и что ожидать. Так, вот месячный таймфрейм по золоту. По месячному таймфрейму сейчас развивается движение вниз. Разворотных сигналов пока нету. Единственное, на текущий момент то, что может послужить разворотом, это то, что золото ушло в диапазон 1800-1750. Вот этот диапазон, он может стать разворотным в том случае, если не произойдет дальнейшего движения и пробития 1730-1735. Вот этот диапазон 1730-1735, его пробитие придет к тому, что разовьется движение, цель которого будет 1580, вот сюда вот. Почему по золоту произошло такое движение? Пошли заявления по поводу вакцин. То, что вакцины готовы, то, что вакцины будут регистрировать. Соответственно, эта ситуация, она говорит о том, что в ближайшее время потенциально проблема с эпидемией, она может быть решена. Спрос на золото был связан именно благодаря с эпидемией. Здесь два фактора. Первый — это то, что растут риски. Когда растут риски, стараются купить актив, который от них обезопасивает. И второй момент. Функция золота как средство, которое позволяет минимизировать потери от инфляции. Поскольку западные страны предполагали печать денег в огромном количестве, условно говоря, печать, то есть предоставление различных денежных стимулов, это неизбежно приводит к инфляции. Вот, соответственно, если ожидается, что будет эпидемия купирована, то сразу ожидания по поводу инфляции, они сходят на нет вместе с ожиданием относительно того, что риски миновали. На самом деле, конечно, это не очень дальновидная ситуация с моей точки зрения, но здесь как бы рынок, он движет эмоциями игроков, и поэтому как только сработал один фактор, сразу сработал второй. И поэтому по золоту произошло такое сильное движение. Может ли падение продолжиться? Такое вполне может произойти в том случае, если 1735-1730 будет пробито. Вот здесь текущий диапазон, за ним надо будет понаблюдать. Вполне возможно, что здесь оно будет какое-то время консолидироваться. Почему оно может отскочить? Оно может отскочить, потому что на самом деле вот все эти ожидания по поводу вакцин, они во многом эмоциональны. Вакцины не появятся внезапно. Даже если сейчас начнут делать прививки, наверняка, во-первых, окажется их недостаточное количество. Они будут какие-то побочные действия вызывать. Их будут снимать, будут пересматривать, там на доследование, до обследования отправлять. И поэтому, конечно, то, что заявили, это позитивный момент для рынков, но с другой стороны, никто рисков, связанных с тем, что вакцины окажутся неэффективными, их никто не снимал. И вот тогда как раз и начнется обратная реакция, рынки будут сыпаться, а золото вполне может на этом отскочить. Ну и само полномасштабное внедрение вакцин — это вопрос времени. Даже если они окажутся эффективными и по ним будет минимум нареканий, для того, чтобы вакцинирование произошло и эпидемия была побеждена, необходимо какое-то достаточно ощутимое время. То есть здесь минимум год. То есть 2021 год, он как раз на это в лучшем случае, я так предполагаю, и уйдет. Так, далее недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму мы сейчас подошли к тем уровням значений, от которых вполне может сформироваться разворотная формация и отскок. Вот. Но если опираться на недельный таймфрейм, здесь вполне может произойти движение, цель которого будет 1685-1690, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну и далее дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму никаких сигналов на разворот пока не наблюдается. Так, ну и вот что касается часового таймфрейма. Здесь у нас произошел разворот, и в том случае, если не будет повторного пробития 1770, вот это движение, которое здесь зародилось, оно ведет к отскоку, и цель этого отскока — движение на 1812-1815, вот сюда, вот в этот диапазон.
В том случае, если произойдет повторное пробитие в понедельник 1770, мы увидим движение на 1750, и в случае пробития 1735-1730 разворачивается дальнейшее движение на снижение золота. Итак, резюмирую ситуацию по золоту. Краткосрочно есть спекулятивная идея на отскок, но среднесрочно, то есть то, что касается дней, недель, месяцев, пока разворотной формации на графике золота не наблюдается. Так, друзья, далее серебро, месячный таймфрейм. По серебру ситуация вроде как более позитивна, чем по золоту. По крайней мере, здесь есть точка, от которой может все это дело отразиться и пойти наверх. Это, соответственно, минимальное значение, которое ранее было достигнуто, оно в диапазоне 21,6-21,81. Соответственно, вот эта зона, она может послужить той точкой разворота, от которой серебро отобьется и уйдет на 25. Почему с серебром ситуация отличается от золота? Потому что серебро 50 на 50. С одной стороны это safe haven, а с другой стороны это перспективный металл будущего, который активно используется в электротехнике при производстве солнечных батарей. Поэтому у серебра картина более позитивная, чем у золота на текущий момент и в ближайшей перспективе, с моей точки зрения. Так, далее недельный таймфрейм. Но смотрите, здесь по недельному таймфрейму, конечно, пока разворотной формации не наступило. Но вот из этого диапазона от 21,6 до текущего значения 22,7 вполне может произойти разворот и отскок, цель которого первые 25, потом движение на 28. В том случае, если здесь возникает пробой 21,6, то у нас цель движения по серебру будет возврат на 17,7, 17,5 вот сюда, в этот диапазон. Так, далее дневной таймфрейм. Но здесь, кстати, по дневному таймфрейму есть достаточно вероятный сигнал, который может привести вот уже от текущих значений, либо от диапазона 21,8 до текущего значения к развороту и корректирующему отскоку. Ну и соответственно, если 21,6 пробиваем, то цель движения у нас будет 17,7. Ну и далее 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас разворотная формация, которая, если подтверждается, то в понедельник, во вторник у нас цель движения по серебру. Первая это 23,4. И в случае закрепления в этом диапазоне формируется следующий импульс движения, цель которого будет сначала 24,3 и потом 25. Вот сюда вот. Соответственно, для такой короткой идеи в случае пробития 22,1 развивается импульс движения, цель которого будет заход на 21,6. Итак, по серебру картина более позитивная. По серебру уже можно сказать, попытка разворота происходит. По золоту на долгосрочных таймфреймах разворота пока не видно. Так, друзья, давайте начнем с полюс золота, дневной таймфрейм. Что здесь примечательно? На текущий момент полюс пытается развернуться. Соответственно, если он не выходит из этой консолидации, если не будет пробития 14 14100, то отсюда вполне вероятно в ближайшее время получить корректирующий отскок. Цель этого отскока будет на 16100-16300. Вот сюда вот. В том случае, если в ближайшие дни мы получаем пробой 14100, то у нас весьма вероятно отсюда развивается движение вниз, цель которого 12500-12000. По полю золоту достаточно позитивная картина. Вполне как бы акции могут и движение по ним являться предвестником того, что произойдет развороты по золоту. Вот текущая формация, она указывает на то, что отсюда весьма вероятен отскок и движение вот к этим целям в район 16000, 16300, которые вполне могут сработать. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы развилось движение на отскок по золоту. И 4-часовой таймфрейм по полю золота указывает на то, что оно находится вот в этой консолидации. И только в случае пробоя 14100 мы увидим движение на 12500-12000. Пока как бы оно находится в этом диапазоне, вероятно, по факту набора позиций отсюда отскок. И по этому отскоку четко рисуется цель 16300.
Итак, резюмирую. По полю золоту ситуация следующая. То, что оно не падает синхронно с золотом, указывает на то, что либо золото в ближайшее время, возможно, будет разворачиваться и пытаться отскочить, или тот факт, что в случае продолжения снижения по золоту мы по полюсу не увидим особого провала. То есть, возможно, даже его замаринуют вот в этом диапазоне. Но если пробитие 14 тысяч что происходит, то высока вероятность того, что движение вниз в диапазон 12500-12 тысяч, оно разовьется достаточно быстро. Так, друзья, далее полиметалл, недельный таймфрейм, сразу беру, что здесь примечательно. Но по полиметаллу видно, что 1600 у него железно-бетонный уровень, от которого он отбивается. Примечательно здесь то, что компания зависит и от золота, и от серебра, поскольку серебро выглядит и гораздо лучше золота на текущий момент, и оно, я считаю, более перспективно, хотя там есть определенные вопросы и с ликвидностью, и с амплитудой движения. Но тем не менее компания, она добывает серебро, поэтому на текущий момент времени она выглядит достаточно устойчиво. На недельном таймфрейме она уже закончила падать, и с высокой степенью вероятности формируется корректирующий отскок. Цель движения, по которому находится вот здесь, вот 17 тысяч, прошу прощения, 1750. Соответственно, это движение формируется в том случае, если не происходит пробитие уровня 1520-1550. Вот если этот уровень на объеме пробивается, у нас отсюда цель движения будет на 1300 и возможно даже 1250. Вот сюда вот. Такой сценарий мне видится на текущий момент пока маловероятным. Если мы удерживаем вот этот диапазон, что вполне может произойти, то у нас отсюда сформируется как минимум отскок на 1750, и в случае формирования здесь проторговки набора позиций мы можем увидеть и дальнейший рост. Но здесь, конечно же, привязка идет к ценам на серебро и на золото. Если они будут расти и отскакивать, то мы увидим в ближайшее время и тестирование вот этого перехая. На это я пока ставку бы не делал, пока не получится устойчивого подтвержденного разворота по ценам на золото и уверенно не начнет расти серебро. Так, ну если берем дневной таймфрейм по полиметаллу, у нас здесь устойчивый отскок произошел и высока вероятность того, что отсюда у нас в ближайшее время будет движение, цель которого 1700, потом 1750. Соответственно, вот эта идея, она не сработает, если будет коррекционный откат и пробитие 1550. Здесь немножко могут меняться цели, потому что другой таймфрейм. Так, ну и далее новая жемчужина, это Петропавловск, по нему масса вопросов. Но смотрите, компания, она там с очень такой непростой судьбой, там корпоративные постоянные трения идут, насколько мне известно. Сейчас на текущий момент беру дневной таймфрейм, больший таймфрейм здесь взять не получится, она недавно стала размещаться, торговаться. Если опираться на дневной таймфрейм, то акции этой компании развернулись, и в ближайшее время у них цель движения будет 30,5. Вот. В каком случае такого движения не произойдет? Его не произойдет, но, во-первых, если золото будет валиться дальше, во-вторых, если отсюда мы увидим пробой значения 25,8. Вот 25,8 в случае пробоя у нас развивается импульс движения, цель которого будет 21,6. Вот. Но пока, несмотря на негатив по золоту, акции компании достаточно мощно, достаточно хорошо выглядят. И по дневному таймфрейму они указывают на то, что в ближайшее время весьма вероятен, ну как минимум, коррекционный отскок. Но опять же, эта компания, она из золотодобытчиков имеет российских наибольший потенциал роста. То есть у нее, в принципе, отсюда вот она может вполне переписать 41, тот хай, который у нее был ранее достигнут. Но опять же, здесь есть момент, который связан с тем, что меры, монетарные меры для преодоления коронакризиса, они не будут выполнены в связи с тем, что начнет активно поступать вакцина, и она будет купировать эпидемию. Вот. Здесь, в этой ситуации, все будет развиваться крайне непредсказуемо, поскольку те меры, которые будут связаны с сокращением
предоставления денежных средств, они могут быть неадекватны тем процессам облегчения настройки, которые происходят в связи с тем, что вводят вакцину. Так, ну и 4-часовой таймфрейм Петропавловск. Здесь у нас разворотная формация. Цель движения в ближайший день-два это 28. И в случае удержания следующая цель 28,7. Соответственно, эта короткая торговая идея не срабатывает, если в результате коррекционного отката будет пробито 27. Вот если 27 пробивается, то пойдет движение, цель которого будет 25,9. Но пока здесь все указывает на то, что весьма вероятно, что отсюда мы получим движение, цель которого сначала 28,5, потом 29. Вот такое мое видение, друзья, по золоту, серебру и акциям золотодобытчиков. Все, спасибо за внимание.